все в одном уровне, везде лифты, везде безбарьерная среда, каждый миллиметр просто продуман. При этом лифт работает, и он приедет. Быстро едь. Там что, кто-то уснул в лифте? Я хочу жить здесь. Я хочу поставить здесь палатку и никогда отсюда не уходить. Все равно народ вот паркуется у деревьев, на газонах. И это что-то невероятное. Занесите в протокол. У голландцев тоже насрано. Выехали из аэропорта, и первая наша остановка — это Утрехт. Вот в чем кайф вообще Голландии, это то, что только ты выезжаешь с парковки аэропорта, как сразу сеть велодорожек. То есть теоретически можно выехать даже на велосипеде. Утрехт — это такой студенческий город, там много крутой современной архитектуры. Так что сейчас будем любоваться красотой. Утрехт, помимо всего прочего, знаменит еще тем, что там находится крупнейший в Голландии вокзал. Я про него делал отдельный обзор. А вокзал знаменит тем, что на этом вокзале находится самая большая в мире велопарковка. Это та самая велопарковка, где я в свое время расплакался. Я ж не объясню, что я плачу от радости. Я просто не видел такой красивой велопарковки, понимаете? От умиления, потому что она просто невероятная, потрясающая, бесконечно красивая, многоэтажная, огромная велопарковка на 1000 велосипедов. Я сейчас вспоминаю, и у меня такое ощущение, как будто я еду на свидание с любимой, которую давным-давно не видел, и вот наконец-таки мы сейчас опять встретимся. Это город Утрехт и самый крупный вокзал в Нидерландах, огромный ТПУ, который до сих пор, как вы видите, строится. Тут вот все реконструируется, строится. Мы сейчас посмотрим потрясающей красоты, просто невероятной красоты мост. Обратите внимание, как они здесь мило продумали такие специальные рельсики для велосипедов. Просто чудо, а не мост. Вот здесь видны трамвайные пути. И там сейчас стоят автобусы, почему-то нет трамваев. И вот у нас велопешеходный мост. Они сразу разделились от движения. Вот здесь видно для велосипедов слева, для пешеходов справа. И посадили деревья. Вообще, кстати, очень круто, как им удалось посадить здесь и деревья на мосту. Друзья, чтобы вы понимали, сейчас на улице, по моим ощущениям, 35 градусов. Кир, сколько сейчас? Какая тебе? 32. Ну, Кир говорит 32, но из-за того, что нету ветра, ощущается на все 35. Очень жарко, нечем дышать, особенно на солнце. И видно, что нет людей, потому что люди прячутся по барам, вдоль каналов, в теньке, чтобы было хоть как-то прохладно, в кондиционерах. Мы для вас сейчас снимаем. Снимаем, чтобы у вас был годный контент на ютубчике каждый день. Поэтому вот прямо сейчас в благодарность можно нажать на подписочку, если до сих пор этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда выходят новые ролики, написать какой-нибудь комментарий и поставить лайк этому ролику. Всем будет очень приятно. Потому что вот видно, человек... Сделай измученное лицо, Кир. Вот человек из последних сил снимает, как правильно делать велопешеходные мосты. И вот он, красавец-вокзал, его недавно построили, это красавец-вокзал в Утрехте. Сюда надо обязательно съездить, чтобы посмотреть, что такое хороший современный ТПУ. Мы вот планировали в Утрехте отправиться и смотреть какие-нибудь достопримечательности. Вот эти вот канальчики, старые улочки, еще что-то. Но на самом деле главная достопримечательность Утрехта – это вокзал. Потому что когда ты посмотришь на этот вокзал, ты станешь другим человеком. Больше ни на один другой вокзал в мире ты смотреть не сможешь. Автобусы. Посмотри, как они сделали. Так. Пересадочка на автобусы, да. Платформу. Здесь вот поезд. Ты приезжаешь, например, с аэропорта сразу сюда, на платформочку. Здесь пересаживаешься на автобус. Ну ты посмотри, ну не чудо. Вот там вот трамвайчик. Все в одном уровне. Везде лифты, везде безбарьерная среда. Каждый миллиметр просто продуман. Вот вы посмотрите, да. Посмотрите, как вот здесь вообще все сделано. И вот мы подходим к концу этого моста, и здесь обязательно лифт. При этом лифт работает. Вот в России на пешеходных переходах, на надземных пешеходных переходах я не помню, чтобы где-то работал лифт. Здесь, по идее, есть кнопка, которую ты должен нажать, но, скорее всего, они лифт не откроют, а придет
какой-нибудь сотрудник из метро через 10 минут и поможет тебе спуститься. Потому что эту дверь, судя по ржавому замку, вообще никогда не открывают. Я не знаю, если вы знаете в России хоть одно место, где работает лифт, обязательно напишите мне в комментариях. Вот здесь я, не задумываясь, сейчас нажму на кнопочку, и он приедет. Быстро едь. Едь, сволочь. Там что, кто-то уснул в лифте? Мост, лифт не работает, сволочь. Дефект. Они еще подписали. Видишь? То есть испортили нам эксперимент. В Голландии есть косяки, и мы о них прямо говорим. Лифт не работает. Сволочи такие, опозорили меня перед аудиторией. Кира говорит, что на МЦК работают лифты. Все, еще один плюсик в Москве. Ну, просто у Кира контракт с мэрией Москвы. Он должен иногда вставлять невзначай фразы, как похорошела Москва при Собянине. Так что тут я ничего не могу поделать. На МЦК, друзья, работают лифты. Ни одного ключа. Сейчас нужно поставить саундтреком. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Как все сделано, да? Просто вот миллиметр к миллиметру. Эти идеальные швы. Все ровненько. Это желобок для воды. Везде разуклоночка. Везде порядок. Утрехт Централ, главный вокзал Утрехта. Опять же, обратите внимание, что нет никакого театра безопасности. Открыты все двери, куда хочешь, туда и заходи. Вот каждый этот вот стеклянный короб – это лифтовые шахты. Они, в отличие от лифтов, которые были на пешеходном мосту, они работают. И здесь на каждую платформу можно спуститься на лифте, можно спуститься по лестнице, ну и можно подняться на эскалаторе. И мы сейчас подходим к главному вообще, что здесь, ради чего этот вокзал создавался. Самая большая в мире велопарковка. Моя большая любовь, я по ней скучал. Сейчас мы спустимся туда и посмотрим, как она выглядит. Смотрите, какая красота, да, когда все двери на вокзал открыты. Когда ты можешь зайти и буквально за считанные минуты попасть на свой поезд, тебе не нужно стоять на досмотре, тебе не надо ставить вещи на рамке, на эту ленту досмотра. Добро пожаловать под землю. Мы спускаемся в подземный велохрам. Самая большая в мире велопарковка. Скажи, это ли не чудо? Это ли не сказка, да? Нет, ты его опускаешь. Ты еще рельсу вытащи, еще. Ну и опускай теперь ее. Все. Все, и теперь сюда закатываешь велосипед, потом поднимаешься наверх. Ну что ты как маленький? Да я понял. Я не хотел вот это делать. Все, ставишь сюда велосипед и поднимаешь ее. Это самая хорошая в мире велопарковка. И я, когда здесь оказываюсь, я понимаю, что это святое место. Посмотрите, как все здесь сделано. Тут проложены велодороги, пандусы, лифты, лесенки с подсветочкой. Тут есть места для парковки тысяч велосипедов. Тут каждый узел, каждый миллиметр сделан с любовью. Я хочу жить здесь. Я хочу поставить здесь палатку и никогда отсюда не уходить. Посмотри колонны. Ну посмотри. Вот как можно не влюбиться в эту колонну? Посмотри на нее. И сверху свет. Это настоящий храм велосипедов. Во-первых, на велосипеде нельзя ездить в час пик. Поэтому, если тебе нужно на работу на велосипеде, ты поехать не сможешь. Поэтому у нормальных голландцев, смотри, и ты едешь на велосипеде по этим уровням. И ты поднимаешься наверх. У нормальных голландцев, как я понимаю... Посмотри, посмотри на это, да ты посмотри. Ну это ли не чудо?
Сними вот это, это просто невероятно. Друзья, еще раз, это самая крутая в мире велопарковка. Меня переполняют эмоции, мне сложно говорить, но вы нигде не увидите такой красоты. Будьте в Утрехте, обязательно приходите сюда. Это просто что-то невероятное. У нормального голландца 2 велосипеда. На одном велосипеде он ездит от своего дома до железнодорожной станции, потом едет на поезде, и потом приходит, берет отсюда велосипед и едет уже на работу. Посмотри, как сделана лестница. Скажи, можно ли не любить эту лестницу? Честно. Вот с этой подсветочкой, с этими перилами, вот с этими узлами, вот как здесь все сделано, этот полированный бетон, вот эти вот металлические перила. Просто сказка. И отовсюду, и там, и там, и там. Везде ездят велосипедисты. Если ты сейчас мне скажешь, что это не чудо, я тебе больше никогда в жизни руки не подам. Тогда это чудо, конечно. Вот. Вот. Человек совершенно честно и откровенно сказал, что это чудо. Абсолютно не под давлением. И берет велосипед и выезжает. Мы сейчас снимут эту велодорогу. Велодорогу, по которой постоянно едут десятки велосипедистов. Когда-нибудь, друзья, такое будет и у нас. Когда-нибудь я буду стоять вот так вот над Тверской, на Капитанском мостике и смотреть вниз, и подо мной будут ехать десятки велосипедов. Один за другим они будут разъезжаться по велодорогам. Я сюда прихожу и часами здесь обычно стою, я никогда об этом не говорил. Я здесь часами стою и смотрю, как вот они едут. Это восхитительно, друзья, это восхитительно. Еще раз, Утрехт, центральный вокзал, велопарковка, просто сказка. Вот в Амстердаме нет многоуровневых каналов, в Утрехте они есть. То есть здесь улица, она метра на 3-4 выше, чем каналы, из-за этого здесь образуется вот несколько уровней этих каналов. И это смотрится просто фантастически. Вот в Амстердаме такой красоты нет, которая есть в Утрехте. Посмотри, вот здесь видно, да, несколько уровней каналов. Есть нижняя набережная и есть верхняя набережная. Это ж чудо. А зимой они иногда замерзают. И зимой по этим каналам можно кататься на коньках. Просто сказка. И это центральный вокзал, и это велопарковка, и вот этот шикарный навес. Здесь все сказочно. Утрехт просто фантастический. Друзья, обязательно в Утрехт приезжайте. Здесь сразу начинаются велодороги. Еще повсюду идет стройка, потому что они не быстро строят. Но я думаю, через несколько лет здесь будет полный порядок. Так, посмотрим, работает ли лифт. Сука, нет. Нет, ты не можешь не работать. Кира, запиши, что еще один лифт не работает. Вот хваленные голландцы. Вот представим, что я инвалид с коляской, с детской коляской я приехал, и вот эта вот сволочь, свет горит, а лифт не работает. Мне стыдно, что мы ругали Россию, что в России лифты не работают. У голландцев то же самое. Занесите в протокол. У голландцев тоже насрано. Обратите внимание, друзья, что несмотря на самую большую в мире велопарковку, которая есть около вокзала Утрехта, здесь еще куча велопарковок на улице, они все забиты велосипедами. Это что-то невероятное, потому что количество велосипедистов здесь огромно. Я думаю, велосипедистов здесь, наверное, больше, чем людей. Обратите внимание, что велосипедов здесь стало столько, что они уже не помещаются на легальных парковках и медленно переползают на газоны. Здесь с велосипедами происходит ровно то же, что происходит в России с автомобилями, когда они начинают парковаться на газонах и так далее. Но в отличие от автомобилей, к счастью, велосипеды не настолько тяжелые, чтобы повредить газоны и разносить грязь, поэтому они не создают там столько вреда и неудобств, как автомобили. Но тем не менее, конечно, ничего в этом хорошего нет. Это говорит о том, что не хватает велопарковок. То есть велосипедизация Нидерландов, она вышла на такой уровень, что даже вот этих 1000 парковочных мест для велосипедов не хватает. И именно в Нидерландах появились самые большие в мире велопарковки, но даже их не хватает, все равно народ вот паркуется у деревьев, на газонах, и это что-то невероятное. Это велосипедный рай, друзья. А иногда они вот так вот заваливаются. То есть если падает один, то вслед за одним велосипедом падают и другие. Эффект домино.
это, кстати, интересный проект по ликвидации дорог. То есть изначально здесь был канал, потом на месте канала здесь сделали дорогу, а теперь выкапывают обратно канал. Дорогу отсюда уже убрали, возвращают сюда канал, и здесь есть картинка, как это будет выглядеть. Вот будет такая вот красота. Город исправляет ошибки, исправляет градостроительные ошибки прошлого. Когда в прошлом веке, в 60-х годах был бум автомобилизации, были попытки сделать город удобным для автомобиля, строили дороги, расширяли дороги. В том числе это происходило в Голландии. Если мы сейчас с вами посмотрим на старые фотографии Голландии, то мы увидим, что проходили примерно те же самые процессы, что сегодня происходит, например, в Челябинске. Дорожная революция привела к тому, что на тротуары места не везде осталось, потому что где можно, они вырубили деревья, чтобы расширить все свои дороги. А где нельзя, они убрали просто тротуары и сделали полосы движения. Поэтому вот часто, друзья, тротуары в центре Челябинска выглядят вот так. Когда вырубают деревья, расширяют дороги и пытаются удовлетворить автомобилизацию, тем самым еще больше ее провоцируя, и никакого эффекта они, конечно, не достигнут. И в Голландии проходили те же самые процессы, и вот сегодня они исправляют эти ошибки, и на месте бывших дорог они возвращают каналы, которые там были исторические, автомобили все больше и больше притесняются, дороги сужаются. Вот мы сегодня ехали с Киром, и он так удивлялся. Я думал, это однополосная дорога, оказывается, теперь ее одну полосу делят машины встречных направлений. Да, действительно, сегодня в Голландии такой настоящий геноцид автомобилистов. На автомобиле крайне неудобно и дорого передвигаться. Мы взяли машину из-за того, что нам нужно ездить в отдаленные места, но приехав в крупный город, в Утрехт, мы себя чувствуем крайне некомфортно. Мы сейчас поставили машину на очень дорогой парковке. Естественно, весь центр пешеходный, проехать нельзя. Ну и скорость передвижения на автомобиле, она примерно такая же, как на велосипеде. Много светофоров, везде очень жесткие ограничения. То есть особо не разгонишься, и никакого положительного эффекта от автомобиля, к сожалению, уже нет. А может быть и к счастью. Это замечательно. Мы в велосипедном раю. Когда-нибудь те же самые процессы будут происходить и в России. Естественно, будут исправлять градостроительные ошибки. Может быть, не мы, может быть, уже наши дети. Но все эти эстакады и дороги будут сносить, будут возвращать на это место бульвары. Кстати, еще увидите, на Садовое кольцо вернут сады. То, что сейчас у нас там по 5 полос в каждую сторону, или по 4 полосы, оставят 2 полосы. По центру 100% будут деревья. Рано или поздно. Сейчас это кажется, может быть, фантастическим, но рано или поздно это случится. А вот мы подходим к центру Утрехта. И здесь вот осталось еще немножечко дороги. Так, я бы сказал, это уже не дорога, такой проезд до парковки. То есть здесь машина может проехать для многоуровневого и очень дорогого паркинга. По такой вот узкой кирпичной дороге. Обратите внимание, что здесь нету никакой разметки. Здесь вот мы можем спокойно идти по центру дороги, потому что здесь особо не ездят машины. Такая уже улица получается общего пользования. Все обочины запаркованы огромное количество велосипедов. Конечно, здесь нет никаких парковочных мест, чтобы оставить на улице машину. Это вообще что-то немыслимое. Слишком большая роскошь. В Голландии уже очень редко, когда отдают драгоценное место на улице под парковку автомобилей, только пока велосипеды. И вот дорога все сужается, становится все уже, потом переходит в одностороннюю и заканчивается. А дальше уже стоит знак, что проезд запрещен только для разгрузки, только вот какие-то служебные автомобили могут проезжать. Зато улицы стали тихими, безопасными. Вот велосипеды спокойно себя здесь чувствуют, вон дети ездят. Никто не шугается машин, никто не боится перейти улицу. Конечно, обзор Утрехта будет неполным без обзора новых районов. Как раз здесь на окраине сейчас массово строят новое жилье. Но это не такое новое жилье, как обычно делают в России. То, что мы привыкли, когда на окраинах наших городов вырастают многоэтажные муравейнички, здесь делают такую малоэтажную, среднеэтажную, очень плотную квартальную застройку. И вот мы как раз в одном из таких новых районов. Посмотрите, какая красота! Архитектура всех этих новых домиков, они кирпичные и напоминают такую традиционную голландскую архитектуру, только в таком уже более современном стиле. И что интересно, все домики, они разные. То есть практически невозможно найти два одинаковых домика. Они все разные, как и в старом центре, когда каждый дом делал отдельный архитектор, за счет чего город получался интересным и разнообразным. А здесь вот строится велодорожка. Уже видно, они обозначили габариты.
И скоро вдоль домов пройдет прекрасная велодорожка. Но здесь хорошо виден профиль улицы. Есть парковка, есть такой небольшой проезд, есть тротуар такой же ширины, как и проезд, и есть велодорожка. Ну и еще раз обратите, конечно, внимание на разнообразность архитектуры, то, что каждый дом, он уникального дизайна. За счет этого вот этот новый район, он не выглядит так уныло и убого, как выглядят наши районы, когда просто тиражируют одинаковые проекты. Здесь во дворе они сделали такую полуподземную парковку, на крыше которой растут цветы и разные травы. С другого фасада, кстати, смотрите, оказывается, есть канал. И с одной стороны есть небольшие участочки и выход на улицу, а с другой стороны все фасады выходят на канал. Ругается, что почему так вот задние дворы так вот грустно выглядят. Ну, потому что это и есть задние дворы. Народ отгородился по максимуму. Но, опять же, обратите внимание, да, что вот в отличие от России, тут все равно прозрачно мы видим, что там происходит. Вот, потому что у нас вообще был глухой забор стоял. Оцените вот ширину тротуара и ширину проезда. Вот широкая улица, и 80% всей ширины улицы отдано под озеленение, под пешеходные и велосипедные дорожки. На проезд остается совсем немного места. Вот отличный профиль улицы. Кстати, интересно то, что они, как и раньше, делают балки с крюками. Раньше, когда были очень маленькие узкие домики в центре, и их использовали как склады, ну или тоже как жилье, и нужно было что-то поднимать наверх, там мебель, какие-то товары, грузы. Вот эти балки с крюками, они служили для того, чтобы можно было что-то поднять на верхние этажи. Я не думаю, что сегодня современные дома, которые строят, они страдают теми же проблемами. Я думаю, потому что нормальные лестницы и какой-нибудь диван или телевизор можно спокойно поднять по нормальной лестнице, которая сейчас есть внутри. Но вот, видимо, как дань традициям, они оставляют эти балки наверху, тоже с крюками. А может быть, они и действительно служат для того, чтобы поднимать какие-то грузы. Но в любом случае приятно, что они пытаются сохранять какие-то традиции свои. И несмотря на то, что домики они сделаны в таком современном, более простом стиле, здесь нет какого-то роскошного декора, но тем не менее они напоминают нам традиционную голландскую архитектуру. И мы, в принципе, сразу на этой улице понимаем, что мы в Голландии. Они сохраняют свою идентичность.